Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Вязать его очень быстро, просто. Я связала его буквально за пару часов, так как взяла толстую ниточку. Схема состоит из 7 рядов. С таким воротничком справится даже начинающая мастерица. Да-да, не пугайтесь, ничего здесь сложного. Посмотрите, какой он очаровательный. Давайте сразу расскажу про размеры. Длина такого воротничка по внутреннему краю у меня получилась. Давайте померим вместе. Очень красиво он сидит на плечах, лежит. Вот 57 сантиметров. И ширина такого воротника 8,5 сантиметров. Ну, конечно же, размер зависит от выбранной нитки по ширине, а по длине мы вяжем на свой размер, который нам нужен. Набираем такую начальную цепочку по внутреннему размеру, который нам нужен для платья, блузки или к чему мы планируем этот воротничок применять, с чем носить. Вот. У меня такой приятный цвет икрю. Интересный воротничок, такая сеточка. Все очень просто. Я сделала на завязках, но можно также сделать и на пуговичках, на кнопочках, на брошке. Это уже кому как больше нравится. Если вам понравился такой воротничок, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Присоединяйтесь, и в конце видео мы с вами свяжем такой милый, уютный, интересный воротничок. Вязать сегодня я буду из пряжи Альма от Камтекс. Это 100% хлопок, он не мерсеризованный, ниточка матовая. В 50 граммах 170 метров. Цвет, если кому-то понравился, икрю 0,80. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Так, какие еще варианты пряжи? Я рекомендую брать не очень тоненькую ниточку. Пряжа подобного метража — это Alize Bella. Вот такая тоже. Мне очень нравится эта пряжа. Также матовая, мягенькая. Так, пехорка летняя. Также это 100% мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 330 метров. Ну, немножечко плюс-минус метраж отличается. Цвет, если кому-то понравился, 0,8 светло-серый. Очень приятная ниточка. Они похожи вот с Alize Bella. Alize Bella — это цвет 21. Так, как вариант можно взять вот такую смешанную пряжу. Это кудельница. 60% хлопка, 40% льна. Вот такая натуральная пряжа, и воротничок из нее будет смотреться в таком ретро-стиле, винтажный. Здесь в 100 граммах 500 метров. Кировская фабрика, предельная, комбинат. И как вариант я хочу попробовать связать еще этот воротничок из полушерстяной пряжи. Это Alize Angora Gold. Ну, этикетки у меня, к сожалению, нет под рукой, но я думаю, что многие вязальщицы знают эту пряжу. Если свяжу такой воротничок, я покажу обязательно в своих отчетных видео, что у меня получится. Так, ну давайте приступим к работе. Мой воротничок будет с завязочками, поэтому я начинаю вязание с первой завязки. Вяжем завязочку, потом вяжем основание воротничка, а вторую завязку уже будем прикреплять в конце нашей работы. Итак, делаем начальную петлю, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и в третью петлю от крючка в начальную петлю провязываем столбик с накидом. Так, вот такая капелька у нас получилась. Это завязочка. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, в третью петлю
столбик с накидом, вторая капелька, 1, 2, 3 воздушные, в третью петлю столбик с накидом. Так продолжаем вязать самостоятельно вот такую цепочку. Сколько звеньев я наберу, я скажу чуть позже, но мы рассчитываем, что длина завязочки примерно 30 сантиметров и длина обхвата воротника по внутреннему краю. Давайте наберем такую цепочку самостоятельно и встретимся. Я скажу, сколько звеньев у меня получилось. Ну вот, моя цепочка готова. Я набрала 58 звеньев. Из них 20 у меня будет на завязочку. Нужно учитывать, что наша цепочка еще растянется. Посмотрите, какая она эластичная. И после влажно-тепловой обработки размер немножечко увеличится. Вот 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 звеньев. Это у меня 28 сантиметров где-то примерно. Вот. И остается на сам воротничок 38. Это вот я вот растягиваю, когда измеряю размер, чуть больше 50 сантиметров. Вот. Если вы вяжете воротничок на пуговички, вам не нужна завязка, то набираете только цепочку для воротничка. Столько звеньев, длина, которая вам нужна. Измеряем длину по внутреннему краю воротничка. Так, далее вяжем первый ряд. 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с двумя накидами. Делаем 2 накида и в четвертую петлю от крючка провязываем столбик с двумя накидами. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем вот первую капельку цепочки основания и в ту же петлю, куда мы провязывали вот столбик с накидом на цепочке, делаем соединительную петлю. Сейчас я покажу повнимательнее. Вот так. Далее 3 воздушные петли. И далее у нас идет сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку мы провязываем в ту же петлю, куда делали сейчас соединение. Столбик с 2 накидами, но не до конца. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, идем по цепочке основания, капельку пропускаем. И вот в ту же петлю, куда мы провязывали столбик, вот в основании капельки, провязываем вторую ножку сплита. Сейчас я покажу повнимательнее. Закрываем 2 накида. 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, закрываем за один прием. Вот такой у нас домик. Вот тут капелька у нас внизу основания. Так, далее снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в ту же петлю, куда мы провязывали вторую ножку сплита, мы делаем соединение. Просто делаем соединительную петлю. 3 воздушные. И снова вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида. Первую ножку в ту же петлю, куда мы провязали соединительный столбик последний. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем капельку основания. И в следующую петлю, в которой мы уже провязывали столбик, вяжем вторую ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли, закрываем. 3 воздушные. Еще раз вместе сейчас провяжем такую комбинацию столбиков. Делаем соединительную петлю в ту же петлю, куда вязали вторую ножку сплита. Снова 3 воздушные петли, поднимаемся наверх на крышу домика и вяжем такой домик, сплит из 2 столбиков. Первая ножка в ту же петлю. Закрыли 2 накида. Снова делаем 2 накида. Вторая ножка через капельку, вот через эту на цепочке, которая
Так, 3 петли закрываем и еще 3 воздушные. Спускаемся вниз к цепочке основания и соединяем в ту же петлю. Вот что у нас получается. Так, вяжем до конца, но не ряда. Мы не забываем, что у нас 20 звеньев, это завязка. Подходим к концу ряда, встречаемся и вместе довязываем первый ряд. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний сплит, 3 воздушные петли, соединили. У меня осталось 21 капелька. Как я уже говорила, у меня на завязку идут 20. И для завершения ряда я делаю 3 воздушные петли. Делаем зеркально началу ряда. 1, 2, 3, 2 накида, пропускаем капельку и сюда же вот в петлю, куда мы провязывали столбик, но через капельку провязываем первый столбик с 2 накидами, закрыли полностью столбик, 2 накида и сюда же вяжем второй столбик. У нас короткие срезы воротника, кромки будут состоять на протяжении почти всего воротничка из 2 столбиков с 2 накидами. Здесь мы провязали 2 столбика с 2 накидами, а в начале мы каждого ряда провязываем 4 воздушные петли вместо первого столбика с 2 накидами и еще столбик с 2 накидами. Так, первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Пока ничего не понятно. Если заворачивается сильно воротничок, ничего страшного, так и должно быть. Вяжем второй ряд. Как я уже сказала, 4 воздушные петли. Так начинается каждый ряд. Это начальный столбик с 2 накидами. И давайте сразу договоримся на берегу. Вот у нас сплит. 3 воздушные петли с правой стороны, 3 воздушные петли с левой. Нам нужно найти вершину сплита. Все столбики мы будем провязывать в вершину сплита. Вот, будем провязывать под 2 ниточки. Это у нас вершина сплита. Давайте на другом покажу. Вот. Так. Набрали 4 воздушные. Разворачиваем воротничок, вяжем в обратную сторону. Делаем 2 накида. И во второй столбик с 2 накидами в его вершину провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли и соединяем вершину этого же столбика, куда мы провязывали последний столбик с 2 накидами с соединительной петлей. 3 воздушные. И теперь делаем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида. Первую ножку сплита вяжем в тот же столбик. Все, мы в один столбик провязываем. Это столбик с 2 накидами не до конца. 2 петли на крючке. 2 накида. Вторую ножку сплита вяжем в вершину следующего сплита. Вот мы перепрыгиваем через эти 2 арочки. И вот в вершину сплита под 2 нитки вставляем крючок. Провязываем вторую ножку, закрываем 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем, 3 воздушные. И в эту же вершину сплита соединяем соединительной петлей. 3 воздушные. И снова вяжем сплит. Сделали 2 накида, первую ножку все сюда же, куда мы провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Снова делаем 2 накида, вторую ножку сплита вяжем в вершину следующего сплита. Три воздушные. И соединяем сюда же в вершину сплита. 3 воздушные. И снова вяжем сплит. Первую ножку сюда же, столбик с 2 накидами не до конца. Сделали 2 накида, а вторую ножку в вершину следующего сплита.
Вот так. 3 воздушные. Соединяем и продолжаем вязать по рисунку. Встречаемся в конце ряда и оформляем край воротничка, короткий срез вместе. Ну вот, подходим к концу ряда. 3 воздушные петли я провязала. Делаем сплит. Последний. Вторую ножку провязываем в вершину столбика с 2 накидами. 3 воздушные петли. Соединяем вершину этого же столбика кромочного. Он у нас второй с краю столбик. И теперь нам нужно подняться. 3 воздушные петли. Столбик с 2 накидами сюда же, в этот же столбик. Так, ниточка вот расщепилась немножко. Угу. И еще один столбик с 2 накидами провязываем в 4-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами. Крючок толстый, но вот вершину в 4-ю петлю. Это у нас край воротничка, короткий срез формируется. Второй ряд у нас готов. Посмотрите, что у нас с вами получается. Вот такие ромбики. Нам нужно провязать сейчас 3-й, 4-й и 5-й ряд. Они вяжутся точно так же, как и 2-й ряд. Давайте начнем еще вместе. А так вы можете перемотать немножко назад и уже по видео вязать самостоятельно. Ну давайте вместе пока провяжем. 4 воздушные петли подъема, начальный столбик с 2 накидами разворачиваем, 2 накида и в вершину 2-го столбика с 2 накидами вот сюда под 2 ниточки вставляем, провязываем столбик с 2 накидами. Вот 2 кромочных столбика у нас готовы. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида и вяжем сплит. Первая ножка сюда же, в вершину того же столбика, куда мы делали сейчас соединение, 2 накида, а вторая ножка сплита в вершину следующего сплита. Закрываем 3 петли на крючке, 3 воздушные, соединяем сюда же вершину сплита. Рисунок у нас повторяется: 3 воздушные и снова вяжем сплит. Все, 3, 4 и 5 ряд, 3 ряда вяжем самостоятельно, они у нас одинаково вяжутся. Встречаемся в конце ряда и вместе продолжаем нашу работу. Ну вот, я довязала последний ряд. Знаете, я решила сделать не 3 ряда еще, а 4. Итого я провязала всего 6 рядов, чтобы воротничок был пошире. Но вы смотрите сами по своей плотности вязания, по пряже, какой вам шириной нужен воротничок. Учтите также, что он еще немножечко растянется вот так на блокировке, потянется. Вот, так что 6 рядов провязала. Вот что у меня пока получается. Так, вяжем последний ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем воротник. Это у нас будет лицевая сторона воротничка. Так, во 2-й столбик с накидом делаем соединительную петлю, 2 накида, и теперь вот у нас уголочек, мы в его основании, вот у нас соединительная петля, куда мы присоединяли цепочкой из 3 воздушных петель, вот в эту соединительную петлю под 2 ниточки также вставляем крючок, провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй сюда же.
провязали. Так, переходим к вершине сплита. В его вершину делаем соединительную петлю, просто соединяем, 2 накида. Вот у нас снова уголочек, и в его центр также в соединительную петлю между 2 цепочек из 3 воздушных провязываем 4 столбика с 2 накидами. Первый, сюда же в эту петлю соединительную. Так, второй столбик с 2 накидами. Так, 2 накида, 3 столбик сюда и 4. Веер из 4 столбиков с 2 накидами. Вот так. Так, теперь соединяем вершину сплита с соединительной петлей, 2 накида, и в следующую соединительную петлю вот сюда между 2 вот цепочек провязываем также 4 столбика с 2 накидами. Первый, так, второй, крючочек толстый, тут нужно повнимательнее, нитки еще рассаиваются. Ниточки такие у меня многослойные, и скрутка у них не очень плотненькая. Так, провязала 4 столбика с 2 накидами, и теперь вершину сплита соединяем с соединительной петлей. Вот что у нас получается. Все, продолжаем вязать по краю, по длинному внешнему срезу. Подходим к концу ряда, вот сюда, к уголочку, и встречаемся вместе, обвяжем короткий срез и сделаем вторую завязку, также обвяжем вторую сторону. Все, продолжаем пока работать самостоятельно и встречаемся. Ну вот, подходим к концу ряда, провязали в последний соединительный столбик 2 столбика с 2 накидами симметрично первому вот уголочку. И посмотрите внимательнее, если вдруг у вас сборит этот край, может быть у вас ниточки потоньше, можно провязывать не по 4 столбика с 2 накидами, а по 5 или по 6. Но у меня нитки толстые, мне достаточно вот по 4 столбика веерочки. Вдруг у вас стягивает, там уже по ситуации сами. Так, провязали 2 столбика, и теперь соединяем вершину столбика с 2 накидами. И теперь нам нужно обвязать короткий срез. В каждую арочку вот из столбиков с 2 накидами провязываем по 4 столбика без накида. В первую арку. Арочки, образованные столбиками с 2 накидами. Провязали 4 столбика, переходим к следующей арочке. В нее провязываем 4 столбика без накида. В следующую арку переходим к ней и также провязываем 4 столбика без накида. Столбики вяжем поплотнее, чтобы все они помещались у нас. Так, далее следующую, в последнюю арку. Вот, подошли к завязочке, и вот в начальную петлю, вот откуда у нас выходит сам воротничок, вот тут ее хорошо видно, соединяем с соединительной петлей. Все, делаем закрепочку, ниточку мы отрезаем. Мы ее потом спрячем в конце работы. Вот что у нас получается. И нам осталось связать вторую завязку и обвязать другую сторону воротничка. Как мы делаем завязку, мы уже знаем. Мы с вами начинали вязать наш воротничок. Давайте я вам напомню. Сделали начальную петлю, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид,
в начальную петлю столбик с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, в третью петлю от крючка столбик с накидом, и мне нужно сделать 20 таких звеньев, чтобы завязочки были одинаковой длины. Вы смотрите, какую вы делали завязку по длине, чтобы они были одинаковые. Пересчитаем. Давайте провяжем вот этот шнурочек самостоятельно, встретимся, прикрепим к воротничку и обвяжем второй край вместе. Ну вот, завязочка готова, вторая. Все пересчитали. Теперь нам осталось ее присоединить к воротничку. Так. Вот у нас короткий срез второй. Вот последняя капелька. Звено у нас на наборном крае. Вот вершину столбика с накидом делаем соединительную петлю и обвязываем. В каждую арку провязываем по 4 столбика без накида. Наш воротничок смотрит на нас лицевой стороной, и мы сейчас также обвязываем с лицевой стороны. У нас столбики смотрят на нас. Так. По 4 столбика в каждую арку. Надо мне поплотнее их вязать, чтобы все поместились. Ниточка такая плотненькая, толстенькая. Так, сейчас быстренько, здесь совсем чуть-чуть. Срез короткий. Все очень просто. Вот последняя арочка. Все, подошли к острому уголочку, и здесь делаем соединительную петлю. Ну, вот также вот в столбик или в соединительную петлю соединили. Делаем закрепочку и отрезаем. Все, нам осталось только спрятать хвостики нити. Я сейчас возьму крючок потоньше и аккуратненько с обратной стороны вправлю их незаметненько. Несколько раз, буквально несколько стежочков. Так, ну ладно, не буду занимать ваше время. Вот что у нас получается. Сейчас осталось воротничок поставить на блокировку. Можно его постирать, разложить на ровной поверхности или натянуть при помощи иголочек до полного высыхания. Все, доводим наш воротничок до ума и смотрим, что же у нас с вами получилось. Ну вот, мой воротничок высох. Сейчас я его аккуратненько сниму с блокировки. И хочу обратить ваше внимание, так, немножечко камеры, чтобы было видно, что когда мы ставим воротник на блокировку, нам не нужно придавать ему круглую форму. Это у нас не кайма от салфетки. Все-таки плечи у нас покатые, и воротничок должен лежать на плечах, а не стоять как пелеринка у Пьеро. Вот, поэтому нам нужно придать воротничку форму подковы. И вот в этом месте, ближе к шейке, вот здесь вот впереди, чтобы было прямо. Не надо, чтобы вот так углы были завернуты. Но это мои такие маленькие пометочки. А так смотрите, как вам больше нравится, какую форму вы хотите придать. И я вставила иголочки, видите, между двух средних столбиков, между вторым и третьим, чтобы воротничок растянуть побольше. Так, все снимаю с блокировки и
Ну вот, такой воротничок у нас с вами получился. Как видите, вязать его несложно, быстро. Надеюсь, у всех все получилось. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!